Почему же я не хочу в русский мир? Конечно же, в Беларуси мы все слышали это словосочетание «русский мир». Мало того, большинство белорусов прекрасно понимает, что именно туда сегодня тянет нашу страну обезумевший Александр Лукашенко. Кого-то русский мир пугает политическими последствиями, кому-то наоборот кажется, что это спасение от всех бед и несчастий. Но я не хочу в русский мир. Для любой белорусской женщины русский мир обозначает рабство, а я рабыней быть не хочу. Если говорить про русский мир, то очень важно понимать, что в Беларуси нет и не может быть никакого русского мира в чистом виде. Мы ведь в Беларуси, а не русские. Когда кто-то говорит про русский мир, этот человек всегда имеет в виду геополитический выбор. Белоруссия вместо Беларуси. И белорусский мир как часть русского мира. Русский мир – это, конечно, не только геополитический, это цивилизационный выбор. Все, кто живут рядом с Россией, как наша Беларусь, вынуждены решать, находимся ли мы в составе русской цивилизации или находимся в составе европейской цивилизации. Про европейский или западный мир как-то много не говорят. Словосочетание не очень прижилось, но мы можем им пользоваться иногда для лучшего понимания. Если мы говорим про русский мир, ну или про западный мир, то речь всегда идет про определенную картину мира, определенные ценности, традиции и культуру, которые люди в рамках своей цивилизации поддерживают. В том числе, как люди трактуют для себя те или иные исторические события. Например, восстание Костуся Калиновского. Это было хорошо или плохо для белорусов? С точки зрения русского мира плохо, с точки зрения западного хорошо. Поэтому россияне иногда называют это восстание польским. Любой факт можно оценивать с разных сторон, но при этом сам факт остается нейтральным. Эмоции только добавляют окраску. Поэтому, если мы говорим про Беларусь в рамках русского мира, то мы можем это называть БССР. Так уже было, и нас к этому хотят вернуть в каком-то виде. А я не хочу возвращаться в БССР. Как ни крути, мне в русском мире места нет. И вот почему. Я женщина старше 40 лет с очень тяжелым заболеванием и с двумя маленькими детьми на руках. В русском мире женщина оценивается как объект. В русском мире женщины мнения никто не спрашивает. И этот объект должен быть сексуально привлекательным и уметь себя продать какому-то статусному и богатому мужчине, потому что в одиночку женщина там человек второго сорта. Причем эта позиция всегда цинично и демонстративно прикрывается псевдозащитой женщин. Но это не защита. Это манипуляция нашим женским желанием защиты и потребностью в безопасности. Но реальное отношение в русском мире к женщине, как к человеку глупому и слабому, и неспособному позаботиться о своих интересах, ярко отражает очень известный анекдот о том, на какие две категории делятся женщины. Ой, какая дурочка, боже, какая дура. То есть в русском мире ты по умолчанию дура. Но пока ты молодая и красивая, то тебя это прощает. Это даже миленько, потом нет. В русском мире женщина – это функция или приложение. Это не партнер, не гражданин, с которым можно строить деловые отношения, а всего лишь сексуальный объект. Женская функция в русском мире – радовать глаз и возбуждать сексуальное желание мужчин. И поэтому к внешности и возрасту женщин предъявляются очень большие претензии. Помните фразу, что женщина должна вдохновлять своего мужчину на подвиги? Не сама совершать подвиги, не строить нормальные отношения со своим мужчиной. Именно на женщину возлагается ответственность за действия мужчин. Твой муж не совершает подвиги каждый день? Значит, ты плохо старалась. В культуре русского мира единственная полезная женщина – это молодая женщина без детей и будущая мать. Даже не будущая мать, а некая будущая мать в кавычках, потенциальный объект деторождения. Общество постоянно обсуждает, как повышать рождаемость, запретить или нет аборты. Но на самом деле судьба рожденных детей никого из власть имущих, как мы знаем, не интересует. Кого-то интересовало, как вы выживаете с ребенком на руках? Чем питаетесь? Достаточно ли спите? Что Лукашенко сделал в Беларуси для поддержки матерей и детей? Ровно ноль. Он только предъявляет бесконечные претензии к матерям и настрочил свои декреты, включая карательный декрет 18. Русскому миру плевать на вашего ребенка, пока ребенку не исполняется 18 лет. Если это мальчик, то есть солдат, тогда про этого мальчика государство сразу вспоминает и протягивает к нему свои цепкие ручонки. Женщина с ребенком или, не дай бог, с детьми
В русском мире это БУ с прицепом, предмет бывшего потребления. А мы, женщины, не предметы. Родить, воспитать и поставить на ноги – это ведь подвиг, про который обычно никто не говорит. Согласитесь, если бы русско-мирское общество интересовалось настоящими планами женщин, то женщина с 2 детьми была бы на вес золота. А сейчас это только прицеп. И как только ребенок появляется, он становится сугубо ее личной проблемой. Никто вообще-то не собирается помогать, так вопрос даже не стоит. Но при этом молодой и красивой ты обязана оставаться. Толстая, больная, старая. Спрячься, умри молча и не позори нашу страну. Это называется эйджизм. Оценка женщины только с позиции возраста. То есть предмета, который перестает выполнять свои функции или кем-то уже был использован. Все женщины русского мира отчаянно борются за то, чтобы всегда выглядеть молодыми и красивыми. Они отчаянно борются, чтобы сохранить свою ценность для общества, которое ценит только внешний вид. Получается, что женщины с возрастом 40 лет и старше как раз выпадают из этого самого общества и перестают быть ценными. Я многого добилась в жизни. Я знаю, что добьюсь еще больше. Но когда я ставлю себя на место простой женщины из русского мира, то задумываюсь. Хочу ли я жить в мире и культуре, где мой опыт, мои знания, мой профессионализм, мои навыки, моя доброта, мои душевные качества не имеют никакого значения? В мире, где имеет значение только мой пол и возраст, и которые обесценивают абсолютно все, кем я являюсь. В мире, где я виновата всегда и во всем, и несу ответственность за все, что происходит вокруг, даже если я на это не могу повлиять. Хочу ли я всегда быть виноватой? Нет, я не хочу так жить. А ведь есть и вторая категория людей, которые сразу становятся второстепенными и ненужными в русском мире. Это те, у кого нашли какое-то серьезное заболевание, или люди с инвалидностью. Культура русского мира пропагандирует культ здорового человека. И если человек заболевает, то считается, что это опять сама дура виновата. Отсюда нелепое объяснение, что это болезнь за грехи или за твое поведение. Но если ты идеально, то, конечно, это болезнь за грехи твоих бабушек и дедушек. Серьезно? Для русского мира человек с тяжелым заболеванием или инвалидностью тоже не ценность. А значит, совершенно не важно, какую боль он или она чувствует и как он или она выживает. Для человека с инвалидностью в культуре русского мира наступает, по сути, гражданская смерть. Физиологически ты, конечно, жив, но очень зависишь от своих родственников и от того, хотят ли они тебе помогать. Я бы хотела напомнить одну историю из русского мира. Военный пенсионер, бывший заместитель главкома дальней авиации по воспитательной работе, генерал-лейтенант ВВС в отставке Анатолий Кудрявцев болел раком желудка и покончил жизнь самоубийством, потому что не выдержал боли и отсутствия обезболивающих. Повесился на шнурке, закрепленном за дверную ручку. Получается, что целый генерал и заместитель по целому роду войск не смог получить необходимое лекарство от русско-мирского государства. Все просто. Заболел? Ты отработанный материал, даже несмотря на то, что ты генерал. Тебя уже не пошлешь в бой, и ты не нужен. Тихо умри, не позорь наше красивое государство. А чего ж тогда говорить о простых людях? Кстати, простой мужчина в русско-мирском обществе тоже не человек, не гражданин со своими потребностями, идеями и мечтами. Это тоже функция, только немного другая. Он тоже предмет. Об этом и о цепких ручонках государства в отношении мужчин мы, конечно, поговорим в другой раз. Русский мир, его по-другому называют патриархат, одинаково больно бьет по мужчинам и женщинам, отбирая у нас право быть собой и право на счастье, выжимая все соки и выбрасывая людей, когда у них уже не остается силы и здоровья. Но вернемся к больным людям. Больной человек не может выполнять полноценные функции и, соответственно, перестает быть ценен. К нему меняется отношение. Теперь это человек второго сорта, которого только пристальное внимание Европы и европейской цивилизации не позволяет запереть лепрозорий, чтобы не позорил своим присутствием нашу процветающую страну. Повторю, меньше отсвечивай и желательно побыстрее и тише умри, чтобы не раздражать государство. Печально, но я лично попадаю в обе эти категории. Я имею ценность, опыт, знания, имею вдохновение, мечты, но все это бесполезно и не имеет значения для русского мира. Я не могу с этим согласиться. Мы должны строить общество и государство, где каждый человек имеет ценность, неважно, сколько ей или ему лет.
и неважно, какие у него или у нее заболевания. И да, насколько возможно, все должны иметь право на качество жизни. Лежать прикованным к постели, прокусывать губы от боли и считать трещинки на потолке – это не жизнь. Уж я-то знаю, я парализованно лежала 3 месяца. И мне очень больно, что в Беларуси есть люди, которые так лежат годами. И вот удивительно, достаточно отъехать от Минска на 200 километров к западу, как чудесным образом все именно так и происходит. В Литве я получаю довольно серьезное лечение. Моя болезнь не лечится, но сделать мою жизнь легче можно. Убрать боль можно. Даже в Литве, даже имея очень тяжелое заболевание, но имея необходимые лекарства, при возрасте старше 40 лет с детьми, можно быть полноправным членом общества. Да, конечно, я не обгоню олимпийского чемпиона. И вообще, наверное, никого не обгоню на беговой дорожке. Понятно, что я уже не буду прыгать с парашютом и уже не сяду на шпагат. Ну и ладно. Важно, что я просто реализую все эти навыки, опыт, таланты, которые я бы никогда не реализовала в русском мире. Культура русского мира еще предполагает, что любая женщина – враг и конкурент другой женщине. Ведь там оценка происходит не по уровню интеллекта, а по внешнему виду. Нам навязывается, причем искусственно, что женщины должны бороться за мужчин, потому что мужчины – это ресурс или доступ к ресурсам. В русском мире у женщин самостоятельный доступ к ресурсам ограничен. И это тоже инструмент контроля русского мира над женщинами. Внешний вид женщине нужен только в одном случае – в борьбе за статусного мужчину, на котором она должна уехать в светлое будущее. Но я не хочу участвовать в этой гонке конкуренции. Попытка заставить меня и других женщин прикидываться молоденькими девочками как раз обесценивает весь тот профессионализм, который у нас есть, весь опыт и наши знания. Я уверена, что примерно те же мысли приходят в голову любой женщине в ее жизни, даже если эта женщина была простой домохозяйкой и обеспечивала уют своим детям и карьеру своему мужчине. Даже это означает, что у нее есть определенный опыт, и он ценен, делая любую женщину уникальной. Уникальным человеком, способным многое изменить в этом мире, вопреки попыткам русского мира все это обесценить и сделать нас безликими и одинаковыми. Заставить нас тратить массу времени на бессмысленную борьбу за вечную молодость. Это простая ловушка, облегчающая управление женщинами. Пока женщины борются с друг другом за ресурс, за доступ к мужчинам, обществу не нужно решать их проблемы, не нужно делать качество их жизни выше. Разъединенные женщины не могут защищать свои права и интересы. Женщина, которая тратит все свое время и энергию в попытках остаться вечно молодой и в попытках всегда конкурировать с другими женщинами, ничего не сможет добиться. У нее тупо на это нет времени и энергии. Добиваться результата и изменить жизнь могут только определенные социальные группы, осознавая свои интересы. Если женщины объединяются и поддерживают друг друга, нами намного сложнее манипулировать. И нам намного сложнее навязать то, что нам не нужно. А наш женский интерес как группы очень простой. Убрать дискриминацию в обществе, отнимающую и ворующую время нашей жизни. Просто представьте, что дискриминации нет. Нет стеклянного потолка, нет дурацких стереотипов, которые вы, возможно, даже не ощущаете, но которые очень затрудняют вашу жизнь. На всех уровнях каждая женщина испытывает огромное сопротивление общества. Мы к этому привыкли, этого не замечаем. Но насколько легкой и простой была бы жизнь без этого сопротивления? Я знаю, что в русском мире моя жизнь станет очень тяжелой и очень печальной. Я не смогу ничего там, и я буду никем. Но я также знаю, что людьми второго сорта станут все белорусские женщины. А мы не для того боролись, чтобы возвращаться в СССР. Мы там уже были, нам хватило. Мы боремся за справедливое общество для всех, за равный доступ к ресурсам. И за то, чтобы каждый человек в Беларуси был ценностью. Молодой или старый, больной или здоровый, с детьми или без. Но это возможно только, если мы будем подальше от русского мира. А про гендерные стереотипы и многие другие вещи поговорим в следующих видео. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Живи Беларусь!